Привет, друзья! Роллы у нас сегодня на канале. Давненько мы с вами не виделись, и сегодня я решил начать именно с них. Что меня подтолкнуло на идею этого видео? Много людей пришло к нам на канал с наших прошлых роллов, роллы Филадельфия, большой набор роллов, где мы готовили с угрем, жареные роллы и так далее. Интересно было бы, кстати, посмотреть в комментариях, кто пришел именно с этих видосов к нам на канал. Будет здорово, если вы отпишетесь. Но большое количество комментариев там о том, что, дорого, объективно дорого. Сейчас красная рыба стоит дорого, угорь стоит дорого. Не все продукты можно найти во всех супермаркетах. Как бы приготовить из подручных ингредиентов, из того, что можно найти прямо у себя около дома, можно ли заменить рисовый уксус на обычный уксус и так далее. Недавно на глаза мне попался видеоролик роллы из продуктов каждый день от Никиты, канал Бервария, очень мне нравится. Никита, привет, если смотришь. И я подумал, а почему бы нет? Почему бы нет? Доступные продукты, доступная торговая марка. Ашан есть практически в каждом крупном городе России, или от городского центра можно доехать на машине в течение нескольких часов, закупиться, и вот, пожалуйста. Продукты спорные, не все хорошего качества, не все всегда дешевле, но давайте об этом поподробнее. Отправимся с вами сейчас в магазин и посмотрим, что же происходит на полках магазина сейчас с ценами, с торговой маркой каждый день на сегодняшний момент, там ноябрь-декабрь 2021 года. Впереди праздники, впереди Новый год, 8 марта, 23 февраля. Многие сидят дома, многие хотят себя чем-то порадовать, и давайте сделаем такой баланс, посмотрим, выгодно ли закупиться, сколько это все получится, выгоднее ли заказать такой же сет в какой-нибудь недорогой доставке, которая есть в вашем городе, и сравним по ценам с хорошими продуктами. В конце подведем короткий итог. Отправляемся с вами в Ашан. Ну что, друзья, у нас есть красная рыба каждый день по 1706 рублей, по 1720. Вот эти кусочки совсем непригодные для приготовления роллов. Точнее, их можно внутри в начинку куда-то использовать. А вот такие вот куски более-менее можно постараться нарезать на Филадельфию. Даже вот этот, наверное, потолще. 300 грамм кусочек стоит 516 рублей. Для тех, кто не хочет заморачиваться, есть вот такая вот рыба нарезанная уже. Здесь уже 1000 рублей за килограмм, то есть подешевле немножко выйдет. Она за вас нарезанная, но не такая аккуратная, как можно нарезать самому. И неизвестно, какой длины куски, сколько они, какие по качеству. Такие же аналоги сейчас стоят по 2200, 279, 1800. То есть разница, в принципе, в 2 раза есть смысл. Что касается крабовых палочек, охлажденные крабовые палочки 49 рублей за большую пачку, 24 рубля за мелкую. Но они еще и более плоские. Вот эти нам лучше пойдут. Есть ашановская торговая марка, уже чуть подороже, 74 рубля. По внешнему виду красителям отличаются, качеством не особо. И что касается хороших крабовых палочек, мне нравится использовать вот такие вот, если что, от Вичи, снежный краб. Но они стоят уже 208 рублей за пачку. Разница в 4 раза. Нам понадобится майонез. Маленькой пачки нам будет достаточно. Но здесь, смотрите, какая загвоздка. За литр он обойдется вам 174 рубля, хоть стоит 34. Если брать пачку побольше, она будет стоить 60 рублей и 149 рублей за литр. При этом тут же по акции стоит другой майонез, более качественный, но за счет скидки за литр обойдется всего 142 рубля. То есть, в принципе, можно купить и такой. Я думаю, что он будет покачественнее, вкуснее. Sливочный сыр нам понадобится. У каждого дня нет сливочного, есть творожный. В принципе, можно сказать, что равнозначно. Я думаю, что 2 коробочки нам понадобится. На них мы потратим, соответственно, почти 90 рублей. За килограмм они обойдутся 449 рублей. При этом, опять же, смотрите. Тут же по акции лежит хороший сыр, я его часто использую в роллы, Виолетта. И он по акции стоит сейчас и обойдется за килограмм 474 рубля. На 89 рублей мы переплатили, если бы взяли вот эту большую упаковку, которая весит 400 грамм. Или 300. 400 грамм она весит. То есть, в принципе, даже если взять ее и 4 вот этих, вот это выйдет дешевле. Так, друзья, компания каждый день листы для суши не делает, но вот мы нашли самые дешевые, которые здесь стоят 156 рублей. Есть же Сенсой 207 рублей за пачку, и Мидори, вот эти, кстати, очень неплохие, 182 рубля за килограмм. Ой, за килограмм, посмотрите, какие цены, точнее, за упаковку. За килограмм 8 300, 7 400, и наш образец будет стоить 5 600. 10 листов в упаковке, никогда таким не пользовался. Будем считать, что они сойдут за каждый день. Соевый соус у нас есть порционный по 5 рублей. Для того, чтобы один сет приготовить, вполне достаточно.
30 грамм упаковки за килограмм обойдется 166 рублей. Есть большая бутылка, которая выйдет 70 рублей за литр. То есть, если брать много, то это, конечно, брать намного выгоднее. Все. В принципе, все остальное уже идет в 2 раза дороже. И дальше, по наклонной. Рисовый уксус от компании каждый день не делает. Ну вот, есть другие. Вот 102 рубля, например. Мы не будем брать такую бутылку, мы пойдем возьмем обычный уксус, яблочный, если есть. Если нет, то обычный, не доведем его до состояния 3%, потому что обычно продаются 7%, и приготовим с ним роллы. Что касается риса для суши, специализированный рис стоит за килограмм 371 рубль в пачке, по 250 грамм 92 рубля, здесь 450 грамм 155 рублей за килограмм, 69 рублей по акции сейчас стоит. Но для нас это дорого. Мы пойдем за обычным рисом от компании каждый день. Вот он наш вариант, друзья. Рис круглый, рис фасованный, рис каждый день. 49 рублей 98 копеек за пачку, 62 рубля за килограмм. И есть большие пачки. Вот, смотрите, какой он грязный. Сколько мусора в нем. Камни какие-то, непонятно что. 67 рублей за килограмм. Есть обычный столовый уксус, 24 рубля 98 копеек. Тут же рядом стоит ашановский, чуть подороже. Не знаю, различаются они качеством или нет. И здесь же есть еще рисовый уксус, 105 рублей за бутылку, 423 за литр. Вот такой вот. Ну, мы сегодня будем доводить до вкуса такой уксус. Вообще, конечно, лучше брать рисовый. Так, у нас есть вот такие вот огурцы. Нам нужен длинный огурец для роллов. Он стоит 49 рублей за штуку, весит они примерно по 300 грамм. То есть за килограмм 150 рублей. Это дорого, есть дешевле. Вот есть длинноплодные огурцы по 99 рублей за килограмм. И даже если мы 2 штучки возьмем, у нас выйдет подешевле. Он, конечно, не самый лучший, но имеем, что имеем. Возьмем, взвесим их. Ну, 28 рублей. Сан Саныч сказал бы нам спасибо. Самый дешевый авокадо у нас вышел за 63 рубля. 210 грамм по 299 рублей за килограмм. Ну и вот, собственно, что мы с вами имеем. 1019 рублей 90 копеек вышел у нас вот этот набор продуктов. Да, он не разнообразный. Из, в принципе, тех продуктов, которые стандартно идут в ролл, у нас только крабовые палочки, красная рыба, авокадо и огурец. Но из этого можно приготовить хороший, достаточно объемный набор роллов, который многим придется по вкусу. К тому же те, кто боятся свежей рыбы. Здесь у нас сегодня слабосоленая, как заявляет торговая марка «Каждый день». И давайте начнем приготовление. Начнем мы с приготовления риса. Я буду использовать всю пачку. Здесь у нас 800 грамм. Мы не будем делать там 500 грамм, 400. Мы сварим все, посмотрим на качество риса, как он варится в объеме. И чтобы нас не ограничивало то, что у нас там рис вдруг закончится, а продукты еще остались, будем крутить до победного, чтобы посмотреть на объем готового продукта, который у нас получится. Рис нужно промыть несколько раз. Как и в самом супермаркете, я показывал, что рис не самого лучшего качества. Видите, есть какие-то грязные зерна и так далее. Сейчас перебирать руками смысла нет. Все промоем. Ну вот, какие-то непонятные грязные вкрапления появляются. Наливаем в рис холодную воду и немножко потрем его вот так вот руками, чтобы отделить от него основную крахмальную взвесь. Грязь, мусор, все, что к нему могло прилипнуть. Смотрите, какая крахмальная вода становится. Вообще, промывать или не промывать рис — вопрос достаточно спорный. Кто-то не промывает, особенно если это хорошие сорта, уже специально для суши отобраны, необычно чистые, откалиброванные. Но такой рис, я думаю, лучше стоит промыть. Я сделаю это раз 5 для экономии вашего времени. Мы включимся, когда я это закончу делать. Рис у нас промыт. Теперь нужно залить его водой на 800 грамм риса, 880 миллилитров воды. Ну, без учета уже той, которая немножко осталась в рисе, пока мы его промывали. Здесь не работает никакое правило: заливаем рис на 2 пальца, на 3 пальца, на 1 палец. Пальцы у всех разные, у меня толстые, у вас, может быть, тонкие. По весам работаем. Ставим на большой огонь и доводим до кипения. Самые первые минуты можно его немножко помешивать, чтобы у нас ничего не пристало ко дну нашей кастрюли. Как только рис обильно закипит, мы уменьшаем огонь до минимального, среднего минимального, ну, чтобы совсем чуть-чуть кипело. Закрываем крышкой и оставляем так на 14-15 минут. Вода полностью впитается в рис. Ни больше, ни меньше.
крышку не открываем, чтобы там сохранялась паровая рубашка, за счет которой рис будет полностью пропариваться. Мусора в рисе, конечно, очень много. Если есть возможность переплатить рублей 20-30 за рис подороже, то хотя бы из-за этого стоит переплатить. Кипение началось. Закрываю крышкой и убавляю огонь. И пока наш рис варится, нам нужно приготовить заправку для риса, для роллов. Мы с вами взяли самый обычный 9% столовый уксус. Вспоминаем математику и разбавляем его до 3% раствора. Можно делать это кипяченой водой, можно сделать это водой из графина, так как мы не планируем долго хранить наш рис. Будем использовать обычную воду через весы. На наше количество риса нам нужно получить 80 грамм уксуса 3%. Поэтому мы берем наш 9%. 20 грамм. И разбавляем его 60 граммами обычной воды. Тем самым мы получаем 80 мл 3% уксуса. Туда же добавляем соль, сахар, хорошенько все размешиваем. Если соль и сахар не растворяются, можно подогреть немножко в микроволновке. Смесь станет более теплой, все ингредиенты полностью разойдутся. Соль и сахар. Если не боитесь, то можете аккуратно попробовать смесь. Она должна быть насыщенная, сладкая, соленая и кислая. Конечно, рисовый уксус имеет свой определенный аромат, который добавляет к вкусу риса немножко больше граней вкуса. Ну, посмотрим, что у нас получится из этой смеси. Дождемся рис. Прошло 15 минут. Рис выключаю и оставляю под закрытой крышкой поставить буквально 1-2 минутки для того, чтобы остатки влаги внутри риса перераспределились. Пока через прозрачную крышку выглядит очень даже ничего. Заранее можно подготовить миску, в которую переложим наш рис, для того, чтобы его заправить, и в ней же он будет остывать до комнатной температуры, чтобы мы могли готовить роллы. Вот так выглядит наш рис. Ну, в принципе, не так ужасно, как я себе представлял. На дне минимальное количество риса может немножко прижариваться, это мы с вами знаем из прошлых видео, поэтому ничего страшного, вот эту вот часть мы не добавляем, чтобы не добавить жестких рисинок к нашему рису. И заправляем заранее подготовленной уксусной смесью. Теперь наша задача аккуратно перемешать рис. Стараемся его не давить, а снизу вверх поднимать аккуратно, распределяя соус-заправку по всему рису. Рис, конечно, более кашистый, если так можно выразиться, чем рис, который используют обычно для роллов. Но знаете, для тех, у кого роллы постоянно разваливаются, наверное, это очень даже хороший момент для того, чтобы начать попробовать. Мне кажется, этот рис будет более липкий, чем классический для роллов. Все, собственно, от нас больше ничего не требуется. Закрываем это полотенцем, оставляем где-нибудь на балконе, на полу, где-нибудь в стороне на пару часиков для того, чтобы рис дошел до комнатной температуры. Может быть, совсем чуть-чуть теплее. Горячий рис в роллах мы не используем. Нори сразу размокнет, развалится. Ничем хорошим для вас это не закончится. Мы пока подготовим рыбку. Семга, филе, кусок, слабо соленое. Лосось атлантический, соль пищевая, консервант бензоат натрия. Термическое состояние сырья. Смотрите букву рядом А. Из замороженного, Б из охлажденного сырья. А у нас... Где эту букву искать вообще? Б. Б. Я выбираю Б из охлажденного сырья. Нам даже, можно сказать, повезло. Почему сейчас мы подготавливаем рыбу, а все остальные продукты будем подготавливать потом? Потому что рыбу, для того, чтобы ее хорошо и красиво нарезать на Филадельфию, желательно немножко подморозить. Но для этого сделаем сразу манипуляцию, выберем кости. Наверняка они здесь есть, механическим способом их практически все удаляют, но какие-то остаются. И снимем со шкуры, чтобы она нам потом при нарезке не мешалась. Кусок, как я и говорил, мы выбрали такой, чтобы он примерно размером с 3-4 пальца был. На одну половинку ролла Филадельфии. То есть 2 таких куска срезанных будут как раз на один ролл. Возможно, у нас даже получится парочка неплохих Филадельфий. Не сильно рыхлая. Не самая плотная. Пахнет более-менее слабосоленой рыбой. Используем салфетку, чтобы рыба не скользила по доске. На всякий случай прощупаем ее на наличие каких-либо костей. Вообще, кстати, особо не ощущается. Вот одну нашел. Пинцетиком аккуратненько ее
Вытаскиваем. Главное не брать пинцет-джина, а то она ругается. Чуть-чуть непонятный след можно подрезать. Разворачивайте рыбу как вам удобно. Можете начинать со спинки, можете начинать с хвоста. И аккуратно срезаем с кожи. Вот эту часть можно зачистить, в хороших сушильнях так делают. Но на самом деле здесь жир, здесь вкус. Поэтому я не буду это делать. Если это попадет в начинку, то хуже от этого начинку роллов не станет. Тем более мы сегодня не про транжиривание денег. В таком состоянии наш филейный кусочек закрываем салфеткой со всех сторон. Заматываем его в пищевую пленку, чтобы он не впитывал запах морозилки, и морозилка не впитывала запах соленой рыбы. И отправляем буквально на часик в морозилку, в обычную домашнюю, минус 18 подморозится. Как раз рис остынет, кусочек подморозится, все аккуратно, красиво с вами нарежем. Ну что, друзья, рис остыл, рыба наша подзаморозилась. С ее нарезки мы начнем подготовку всех ингредиентов для начинки и оформления наших роллов. Разворачиваем пленку и аккуратно разворачиваем рыбу. Видите, она немножко мягкая, но подмороженная. На этой же салфетке и продолжим работу. Наша задача сейчас нарезать несколько пластов для оформления ролла Филадельфии, там, где она обкладывается рыбой сверху, а все остальное у нас пойдет в обрезки, в начинку для майки роллов, ну, может быть, немножко гунганчиков останется. Немного подровняем нижний край. Этот кусочек как раз отлично подойдет для начинки. И теперь острым ножом начинаем аккуратно срезать верхний слой. Видите, как легко режется подмороженная рыба. С охлажденной так бы не получилось. Мы сейчас с вами нарежем максимальное количество хороших пластов, которые получается, потому что в случае чего их всегда можно переработать в начинку. А если их будет меньше, то мы получим меньше Филадельфии. Поэтому с умом расходуем тот единственный материал, рыбу, который у нас есть. Ну, все, здесь уже очевидно длины не хватит. Поэтому можно разрезать пополам, нарезать на полоски. На этом самая сложная часть, на мой взгляд, с рыбой закончена. Переходим к крабовым палочкам. И теперь, как в детстве, я думаю, всем родители это доверяли. Покрутить в руках и извлечь крабовую палочку. Из крабового мяса по классике готовят ролл Калифорния с начинкой из крабового мяса, огурцов, авокадо, майонеза и обваливают это в икре тобика, икра летучей рыбы. Но у нас ее нет. Каждый день такое, к сожалению, не производит. Поэтому мне пришла идея попробовать аккуратно раскрутить несколько крабовых палочек и использовать их как верхнее покрытие для ролл. Да, вот здесь вот по шву можно аккуратненько взять и постараться. Сделаем себе несколько таких заготовок. Идея откровенно труднодоступная. Делать такое или нет, решайте сами. Можете оставить просто роллы белыми сверху. Но мы же тут пришли заморочиться, сделать красиво. Сказать откровенно, крабовые палочки пахнут далеко не аппетитно. Вообще не сочные, сухие, я немножко попробовал. Ну, то есть, иногда даже вот достаешь крабовые палочки, и хоть какая-то водичка вытекает, эти просто сухарь. Но это дело поправимое, у нас есть майонез. С майонезом не бывает не сочно, да? Нарезаем их мелко. Для начинки лучше делать так. Все это отправляем в миску. Добавляем майонез. Вот он густой, кстати. Не самый плохой майонез по вкусу. И замешиваем однородную начинку. И переходим к подготовке овощей. Косточка от авокадо. Разрезаем, нарезаем на полоски. Если авокадо мягкий, его можно вычистить ложкой. Если грубый, то зачистить ножом. Но грубый авокадо в роллах — это очень-очень невкусно. Нарезаем его полосочками. Далее, что касается огурца. Его можно, конечно, просто нарезать ножом на полоски, но я хочу показать вам, как можно разнообразить и без того простой стол из роллов некоторыми приемчиками. Поэтому берем картофелечистку и начинаем срезать широкие полоски. Самые верхние узкие пойдут в нарезку для начинки. Можно даже сразу срезать
жопки. Вот такие вот хорошие, более-менее широкие полоски мы откладываем в сторону. Нам нужно штучек 6-8. Как только доходим до семечек, переключаемся на противоположную сторону. Теперь, когда мы видим, где находятся семечки, мы можем их вырезать и убрать. Это водянистая часть, она нам в роллах совсем не нужна. Разрежем на полоски потоньше. И нарежем соломкой. Ну и, собственно, все. Вся начинка у нас готова. Подготавливаем коврик для роллов и можем приступать к скрутке. Вам понадобится коврик для роллов. С ним работать намного удобнее. Некоторые умудряются руками крутить, но это их личные дела. Берем пищевую пленку обычную. Хоп. Выкладываем наш коврик. И стараемся аккуратно, ровненько, без складочек натянуть на него пленку. Можно сделать это в 2-3 раза. Теперь он не будет пачкаться, с ним будет удобно работать. Но поверхность пленки достаточно липкая, и очень многих, когда они переворачивают роллы, прилипает рис, отрывается, еще что-то происходит, поэтому его нужно смазать, чтобы покрытие было не таким липким. Можно это сделать жирной рыбой, но у нас рыба такая, что ее трогать страшно, она вот развалится. Поэтому этого мы делать не будем. Берем обычный майонез и салфетку. Наносим небольшое количество майонеза и при помощи салфетки просто растираем его по всему коврику. Берем с вами наши нори, которые мы купили. Посмотрите, в принципе, листы неплохие. Ровные, без заломов, не слипшиеся. Вот здесь есть какая-то дырка. Это, конечно, не очень хорошо. Но работать с таким можно. Для приготовления роллов по типу Филадельфии и Калифорнии нам понадобится половина такого листа. Берем ножницы и отрезаем. Здесь на листе идут полоски. Не знаю, видно их на камеру или нет. По ним очень легко ориентироваться, чтобы разделить лист ровно пополам. Ну, почти ровно пополам. И переходим к приготовлению. Лист нори укладываем шершавой стороной вверх, ближе к дальнему краю. Руки обязательно смачиваем в холодной воде. И берем небольшое количество риса, если быть точнее, примерно грамм 100-110. Можете поначалу пользоваться весами. И теперь наша задача распределить этот рис так, чтобы здесь у нас остался примерно 1,5 см 2 незанятого рисом, а здесь рис выпирал на 1,5-2 см. Поэтому руками аккуратно вначале равномерно распределяем его по всей поверхности площади, которую нам нужно занять. Если чувствуете, что рис начинает прилипать к рукам, то просто смачивайте их водой. Как только рис распределили, начинаете его немножко трамбовать. И теперь наша задача поджать вот этот выпирающий рис так, чтобы он лучше прилип к нори и соединился со всей остальной массой риса и не отваливался при переворачивании. Именно на этом моменте очень многие допускают ошибку. Видите, вот так вот, если подвинуть его, то он отрывается. Поэтому хорошенько распределяем рис там, где он должен выпирать за пределы нори. Берем краешек нашей циновки, прикладываем сверху и хорошенько его в этом месте придавливаем. Прям постарайтесь. И получается вот такая вот спрессованная часть. И теперь мы можем вполне легко перевернуть наш рис. Видите? Он висит и не отваливается. Я думаю, ни для кого не секрет, что в центр Филадельфии идет сливочный сыр, авокадо и огурец. Собственно, это мы и выкладываем в центр. У нас сливочный сыр от компании «Каждый день». Конечно, не Хохланд и не Виолетта. Крахмалистый даже какой-то. Ну ладно. В общем, он мягче по консистенции. Можно использовать мешок. Если вы смотрели мои прошлые видео, то кондитерский мешок, и через него выдавливается ровная аккуратная полоска. Мы здесь про торговую марку «Каждый день». Не думаю, что у каждого дома есть мешок. Поэтому берем чайную ложку. И набираем сыр не в нее, а как бы намазываем на тыльную сторону. И тогда вам будет очень легко его распределить на нори.
Да, это, конечно, не будет ровная, аккуратная полоска, но, тем не менее, вы достигнете своего результата. Теперь выкладываем огурец и авокадо. Выкладываем их с внешней стороны ролла. Теперь берем циновку, упираемся пальцами в начинку и закручиваем так, чтобы этот край у нас соединился с этим. Вот видите, они сошлись. Наша задача сейчас его немножко поджать, чтобы начинка равномерно распределилась. Может быть, даже немножко внутрь его завернуть. И таким же движением продолжаем и накладываем на рис. Таким образом у нас получается вот такая вот заготовочка. Ей можно придать более аккуратную форму. Выкладываем к одному из краев. При помощи циновки подтягиваем, разравниваем. И рукой так вот трамбуем, выравниваем край. Переворачиваем ролл на другую сторону. И то же самое проделываем с обратной стороны. И получаем вот такую вот заготовку. И вот тут-то в ход и пойдет наша нарезанная рыба. Она прям рвется руками, когда ее поднимаешь, поэтому делать это очень аккуратно. Можно сделать вот так, соответственно, тогда понадобится еще один кусок в центр. Можно сделать версию light, соответственно, повернуть рыбу вот так, тогда у вас получится больше рыбы, вы сможете сделать больше роллов, но количество рыбы на одном кусочке будет меньше. Но в целом смотрится тоже неплохо. Я думаю, чтобы показать именно количество, лучше сделать так. Также при помощи коврика подсобираем и прижимаем рыбу. На один ролл Филадельфии у меня ушла примерно 3/4 баночки сыра. Соответственно, из 2 банок, из 200 грамм, у нас получится 3 ролла Филадельфии. Рыбы нам на это количество хватит. Ну что, друзья, у нас получилось даже 3 неплохие Филадельфии. Давайте посмотрим по размеру, что по весу вышло. На весах 0 грамм. Первый ролл у нас 283 грамма. Второй 300 грамм. И третий ролл у нас тоже 300 грамм. 300 грамм это очень даже неплохой ролл по весу. Это даже не Филадельфия Light, не Филадельфия Эконом, как в некоторых доставках есть. Можете написать в комментариях, насколько бы вы бы оценили такой ролл, но лучше это сделать, когда мы его разрежем, посмотрим и попробуем. Переходим к Калифорнии. Здесь все точно так же. Половина листа нори нам требуется, и первая раскладка риса идет точно такая же. Смачиваем руки водой. Берем рис. И распределяем его по листу нори. Придавливаем нижний край. Самое главное, чтобы у вас циновка заходила немножко за края нори. То есть не по границе придавливать, не вот здесь вот делать тонкую часть, где она разорвется, а чуть-чуть дальше, с нахлестом с небольшим. И переворачиваем. По аналогии с Филадельфией выкладываем крабовую начинку, огурцы, авокадо и закручиваем ролл. Очень важно начинку не сделать слишком жидкой от майонеза, чтобы она не вытекала. Выкладываем огурец, авокадо. Подтягиваем, трамбуем начинку и заглаживаем края. И используем крабовую палочку в качестве верхней декорации. Также при помощи циновки прижимаем ее к роллу.
Заготовок у нас на 2 Калифорнии. Делаем второй ролл. Две Калифорнии, давайте тоже их завесим. 274 грамма. 270 грамм. Ставь лайк, если Тихон без весов работает как глаз алмаз. Недовесы, перевесы минимальные. Плюс-минус 10 грамм. Переходим к самым простым роллам. Роллы майки. У нас осталось небольшое количество крабовой начинки. С ней я покажу что-то интересное. Делаем обычные рольчики с хорошей красной рыбкой. Хорошие куски у нас еще остались, крупные. Сделаем с ними. Нам также понадобится половинка листа нори. Здесь нам нужно распределить рис так, чтобы он не выпирал за заднюю стенку и примерно сантиметр не доходил до передней. Смачиваем руки водой. Риса берем, разумеется, меньше, чем мы бы взяли его на Филадельфию. Даже еще уберу. И распределяем его по норе. Сдвигаем ближе к дальнему краю и при помощи циновки трамбуем и выравниваем. Получается вот такой вот ровный коврик из риса. Берем кусочки рыбы и аккуратно выкладываем их по центру. Теперь, придерживая рыбу, закручиваем так, чтобы этот конец совпал с этим. Вот так, видите? А теперь, чтобы здесь у нас все прилипло, можно использовать либо рис, вот так вот выкладываете рисинку, пальцем надавливаете и размазываете ее, и край становится липким. Либо использовать небольшое количество воды. Руку макнули в воду, промазали, нори стало мокрое и липкое. И вы докручиваете. Также подтянули, немножко утрамбовали. Если надо, подровняли края. Получается аккуратный майки-ролл. Ну что, друзья, 3 майки-роллов с лососем у нас получилось. Давайте их тоже взвесим. 116, 112, 119. Идем по нарастающей. 8 хороших роллов у нас получилось. Я считаю, что с нормальной начинкой, то есть у нас нет такого, что чисто огурец или чисто авокадо, то есть везде есть что пожевать, разные начинки, сыры, майонезы, крабовые палочки, рыба и так далее. Что у нас осталось? У нас осталось 6 листов нори. Из того, что мы покупали, они подаются пачками по 10. У нас остался рис, и у нас осталось еще, ну вот тут совсем, вот видите, у меня тут чуть-чуть рыбки, чуть авокадо, чуть огурцов, чуть крабовых палочек. Буквально 2 ложки сливочного сыра осталось. Сейчас приготовим начинку, которую я называю киси-мися. И будем использовать ее для гунканов. Все просто. Берем остатки рыбы. Все, что у нас осталось. Мелко это нарезаем. И отправляем к крабовым палочкам. Также мелко дорезаем остатки авокадо. И остатки роскоши в виде сливочного сыра идут туда же. Делаем генеральный замес. И приготовим с вами милейшие гунганчики. Что нам нужно? Как всегда, смачиваем руки водой. Берем небольшое количество риса. Вот так примерно. Формируем из него овальчик приплюснутой овальной формы. Берем нарезанный огурец. И в форме лодочки формируем гункан. Огурец сам за себя держится, его не нужно никак специально защемлять. Пальцем утрамбовываем рис внутри, тем самым делаем натяжение. Вот такая вот лодочка у нас получается. И в нее выкладываем остатки начинки. Дорого, богато, вкусно. И для тех, кто не любит нори. Только огурец, рис и вкусная начинка. Давайте завесим один и сделаем остальные по аналогии. 64 грамма.
Ну что, осталось только нарезать и подать. Берем острый нож, обмакиваем его в воду и режем роллы. Вначале разрежем на половинки. И каждую половинку еще на 4 части. У нас сегодня речь про бюджетные роллы, поэтому речи никакой о том, чтобы подрезать края для того, чтобы сделать их красивыми, не идет. Мы не теряем никакой продукции, видите, у нас полное безотходное производство. Ну что, друзья, неплохая досочка у нас получилась. Мы так с Анжеликой прикинули, что-то в среднем около 2,5 килограмм общего веса на тарелке у нас выглядит празднично, достаточно дорого-богато. Мне кажется, для того, чтобы пригласить друзей, знакомых, так вот поставить на стол такой сет, ну, вполне себе ничего. 8 штук, да, у нас получается, не считая гунканов. Или сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Ну да, с гунканами 9 штук. Везде есть рыба, везде есть крабовые палочки. У нас остался незакрытый гештальт. Нам нужно попробовать соевый соус от компании «Каждый день». И я считаю, что мы можем переходить к дегустации. Конечно, не самый удобный пакетик, чтобы аккуратно переливать. Пахнет соевым соусом. Можно даже развести. Там 30 грамм в пачке. Я думаю, что грамм 10-15 воды можно добавить. Будет приятнее. Ну что, с классических начнем. Маки-роллы, да? Начну с хорошего. В целом вкусовое сочетание очень даже нормальное. На этом все. По отдельности нори. Какое-то оно не формоустойчивое, мягкое очень. Склизкое, я бы сказал. Рис. Ну, рис кашей. Рис, не сказать, что он рассыпчатый, как у классических роллов. Должен быть. Он все-таки ощущается такой мажущейся структурой. Это не очень хорошо. Мне, по крайней мере, это в роллах не очень нравится. Филадельфия. Если отмести тот факт, что рис липкий, то сливочный сыр очень сильно скрашивает всю ситуацию. Здесь за счет того, что рис сам по себе крахмальный, крахмальность от сыра не чувствуется по отдельности. В соевый соус этот ролл макать не стоит, потому что рыба достаточно соленая. Она... Отдельно попробую один кусочек. Очень мягкая и очень много соли. На мой взгляд, ну, в Филадельфии, в принципе, идет сырая рыба. Некоторые используют слабосоленую, но это не слабосоленая. Наша псевдо-Калифорния. В этом ролле майонез выступает в качестве поддорожника. Он маскирует собой не самый приятный вкус крабовых палочек. Вот 100%. Пока что я вижу? Рыбу можно брать, огурцы можно брать, авокадо нормальное, сливочный сыр, ну, с большой натяжкой, но в чистом виде он вообще невкусный. В роллах более-менее скрашивается. Крабовые палочки нет однозначно, просто вот, ну, доплатите 20 рублей, возьмите, я не знаю, 40, возьмите что-нибудь подороже, но это не крабовые палочки. Ни по запаху, ни по вкусу, ни по структуре. Рис тоже, наверное, лучше доплатить, но в конце концов, ну, не 60 рублей за пачку, там 110 за какую-нибудь мистраль. Намного лучше будет результат. Майонез. Майонез как майонез. И я думаю, что здесь вот царь всего нажитого опыта за сегодняшний день. Поскольку здесь нет провального нори,
то вкус намного лучше. Огурец, он в целом освежает, он нивелирует сухость риса, вот эту вот его кашеобразную структуру. Да и в целом ничего невкусного туда не положили, ну, кроме крабовых палочек. Сливочный сыр, авокадо, огурец, красная рыбка. Сочетание очень неплохое. Ну, это прям такой, знаете, это он заменяет собой сразу 2 ролла. Выводы. Мы потратили на все это сколько? 1019-1017 рублей, что-то такое с копейками. Дорого это или дешево, каждый решит сам для себя. В городах, в крупных, точно есть доставки, которые, наверное, могут привезти вам что-то дешевле. Не уверен, что будет такой же вес, такой же объем. Напишите, сколько в среднем вот эти вот все роллы бы у вас обошлись. Я думаю, что, наверное, в средней дешевой доставке с 3 филадельфиями, с маками, с красной рыбой и вот такого рода гунканами. Калифорнию не берем в расчеты, да, дешманская будет с такими крабовыми палочками. Точно не будет дорогая. Сколько бы стоили эти роллы у вас, если берем хорошие доставки по типу тому суши каких-нибудь и так далее. Суши-стор, то, что в Москве с меню Excel доставляет, это в районе 500-550 рублей за одну филку. То есть, ну, здесь мы явно заказали 2. И все. Мне уже невыгодно. Есть всякие суши-шоп, фарфоры и так далее, которые подешевле доставляют. Сильно в разы подешевле. Но не знаю, что там по качеству будет. В общем, будет интересно узнать ваше мнение. Было ли вам актуально, интересно, понравилось ли. У нас остался рис, у нас остался майонез, у нас осталось 6 листов нори. Огурец остатки оператор доел за кадром, потому что я его давно не кормлю. Ну и на этом у меня, собственно, все, друзья. Жду ваши лайки, ваши комментарии, ваше мнение. Давайте подискутируем. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И до скорых встреч. Пока-пока. Друзья, по скрипту роллы постояли после съемок, ну, примерно час-полтора. Посмотрите, что с ними стало. Крабовые палочки превратились в какую-то бумагу непонятную.